Пресс-служба комитета сообщает чрезвычайные новости о известном общественном деятеле Анатолии Чубайсе. Команда Никиты Михалкова ведет непримиримую борьбу с преступностью и коррупцией в мире российского шоу-бизнеса и эшелонов власти. На этот раз черед настал известного политика Анатолия Борисовича Чубайса, который еще осенью прошлого года незаконно вернулся в Россию, чтобы спасти свою недвижимость и финансовые богатства. Однако Анатолию Чубайсу, несмотря на помощь своих помощников, криминальных структур и друзей из вышестоящих эшелонов власти, не удалось совершить намеченное. Более того, Анатолий Борисович дважды оказывался в следственном изоляторе. Один раз Анатолию Чубайсу удалось совершить побег, а второй раз он получил тяжелое ранение при задержании. Почти целый месяц комитет проверял имущество и недвижимость Анатолия Чубайса, и окончательная проверка дала шокирующие результаты. В общем владении Анатолия Чубайса были обнаружены объекты недвижимости, имущества, объекты инфраструктуры, коммерческого бизнеса, ценные бумаги на общую сумму $1,5 миллиарда. Александр Бастрыкин, который лично вел это дело, отметил, что более богатого и коррумпированного чиновника он не встречал. В частности, в личной собственности Анатолия Чубайса, которая была конфискована, оказались следующие объекты недвижимости и имущества: 64 самолета, 50 из которых являются легкомоторными, 10 являются спортивными и 4 пассажирских самолета. Помимо этого, у Анатолия Чубайса оказались во владении 3 личных поезда, оборудованных по последнему слову техники, в которых Анатолий Борисович мог совершить путешествие в любом направлении на территории Российской Федерации. Подобный поезд есть и у отца певицы Алсу Ралифа Сафина. Однако и это еще далеко не все. В собственности Анатолия Чубайса находится рекордный по своему размеру автопарк, который занимает первое место по своему объему и стоимости на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Автопарк Анатолия Борисовича Чубайса состоит из иномарок премиум-класса. Их более 1000 наименований. Более того, Анатолию Чубайсу принадлежало 90 коттеджных поселков на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья общей стоимостью $250 миллионов. Также Анатолию Чубайсу принадлежал крупный бизнес. Это сеть продовольственных супермаркетов, несколько заводов и колоссальное количество объектов недвижимости, виллы, коттеджи и квартиры, 3-, 4- и 5-комнатные. Однако более это богатство Анатолию Чубайсу не принадлежит. Такие ответственные товарищи, сотрудники комитета, как Михалков и Бастрыкин, подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы богатство Анатолия Чубайса было использовано с пользой для простого народа, а не осело в карманах высокопоставленных чиновников. Помимо этого, пресс-служба комитета сообщает трагическую новость о семье известной российской певицы по имени Алсу. Чрезвычайное событие произошло несколько дней назад. Так как информация о семье певицы Алсу является конфиденциальной и трагичной, она не стала общедоступной. Однако все же удалось установить детали несчастья. Несколько дней назад семья певицы Алсу, включая саму певицу, ее отца Ралифа Сафина, двоюродную сестру певицы Алсу Фатиму и известную певицу Веру Брежневу, которая является подругой певицы Алсу, отдыхали в Башкирии на местной турбазе в Караидельском районе. Вера Брежнева и певица Алсу являются близкими подругами, поэтому Вера Брежнева приехала в гости в Башкирию. Во время отдыха семья певицы Алсу отправилась на охоту. К сожалению, не все оказались подготовленными охотниками, и поэтому произошла трагедия. Стало известно, что певица Алсу по случайности произвела выстрел в сторону своей двоюродной сестры Фатимы. К сожалению, 46-летнюю женщину спасти не удалось. Подобный случай совсем недавно произошел и с семьей певицы Аллы Пугачевой.
несколько месяцев назад, когда Алла Борисовна по семейным делам приезжала в Россию. Она охотилась в Иркутской области. Там также произошла трагедия. Помимо этого стала известна очень приятная новость о сотрудниках комитета. Известная российская и советская актриса, сотрудница комитета Алиса Фрейндлих была удостоена высокой государственной награды – ордена за заслуги перед Отечеством. Отметим, что совсем недавно Алисе Бруновне исполнилось 90 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.